Я робот. Круто. И вы Верю тоже. прям. Верю. Я хотя бы у меня кости есть. Так и что? А твой мозг это компьютер? Верю, блядь. Мозг это мозг, блядь. Люди это мы, блядь, а не роботы какие-то. А если я вам покажу, как молекулярный робот ходит ножками внутри вас? Давай. Ну, ищи видео, называется «Анимация невидимой биологии». Анимация невидимой биологии. Зачем? Ты увидишь робота, который ходит внутри тебя. Молекулярный робот. Все, я поняла про что-то. Но нет, спасибо, мне не надо. Моего друга пытали русские. Крутой. Вообще. Я желаю всем людям вечной жизни и бесконечного количества детей. Спасибо. Я считаю, что во Вселенной количество еды бесконечно. Нет. Окей, я считаю, что во Вселенной количество еды ограничено только нашей наукой. Ну смотри, ну если никто не будет работать, ну хотя бы блин. Если никто не будет работать, то еды, получается, не будет. Если, например, там растет еда, ее никто не собирает, значит, ее кушать. Я согласен. Но потенциальное ее количество бесконечно. у него денег не будет, он не сможет купить. Как-то на уроке. Наша Вселенная никогда не умрет. Ну, это да. Ну, если, типа, мусорить, тогда можно. Кто? Если наша планета вся будет засорана, то, может быть... Но ведь на каждую проблему есть решение. Что ты этим хочешь сказать нам? Что нам нет смысла убивать друг друга. Но ведь некоторые люди говорят, что жизнь – это борьба, и выживает только сильнейший. Ну да, потому что если ты просто будешь валяться на диване, там ничего не делать, конечно, ты сдохнешь с голоду, с чего-то там. Но ведь это неправда. Мы можем создать роботов, которые вместо нас создают еду, и мы можем жить вечно. Ну, ты если создашь, то ты просто ничего не будешь делать, у тебя денег не будет. Ну, то есть, если ты логично будешь сам жить на помойке, логично у тебя будут раны, тебе нечем будет это заклеить и так далее. Так роботы могут это делать. Роботы могут быть докторами. Да, у нас будет весь мир в роботах. Да. А зачем там тогда человечество вообще? Скажи мне. Потому что только человек может создавать новые знания. Роботы не могут создавать. Зачем нам тогда эти роботы? Потому что они автоматизируют нашу работу. Ну вот сам ты подумай. Ну вот, например, мы сдохнем, и робот просто будет бегать, и все. Ну нет, не может. Нет, ну, он... смотри, если бы с самого начала не появилось человечество, то роботов не было, потому что они бы не создались сами как-то. Да. Да, вот. Робот не сможет бегать вечно, потому что для него количество источников энергии конечно. Он не может находить новые источники энергии. Я про то, что наше Солнце однажды самоуничтожится.
Солнце Ты про это однажды... не, А? ты про это не говорил. Ты говорил про роботов. Окей. Но я говорю вам сейчас, что однажды Солнце будет уничтожено. Окей, чем доказано, кто сказал, откуда информация? Это Давай. Потому что вся материя однажды станет черными дырами. Как ты это понял? Давай. Сила гравитации притягивает атомы, и однажды все атомы станут черными дырами. наверное, ему бегемот передал. Ну, Или он робот. Я робот, да. Хорошо. И ты тоже. Накажи робот. Хорошо. Как ты можешь быть роботом, если у тебя кожа, лицо, ты говоришь? Но внутри меня есть маленькие роботы-молекулы. И клетки это тоже типы роботов. Он типа нас пугает, чтобы мы забоялись и пошли к Нет. Нет, смотри, типа... Мы не роботы, алё, мы хотя бы вот. Имеется в виду, типа, то, что Нет. мы не роботы. Я же говорю, посмотрите видео. Называется «Анимация невидимой биологии». Вы увидите, как... Вот давай мы с тобой поговорим еще, и можешь еще рассказать, как называется, я запишу тогда. Анимация невидимой биологии. Все. А докажи, что ты робот. Окей. В нашей вселенной нельзя ничего доказать, только опровергнуть. Анимация невидимой биологии, да? Да. Это интересно, что там будет, мне кажется. Молекула робот, которая ходит ножками.